Ну вот, можно хотя бы посмотреть на, наконец-таки, на приличная вилла. Вон лифтик стоит частный, видите? Раз, два, в общем, 3-4 на 4 этажа лифтик, видеонаблюдение. Вот это, я понимаю, вилла как вилла. Сразу видно, по-богатому. Вилла Луна. И вид, конечно, сногсшибательный сверху. Вот, можете посмотреть, что можно увидеть с виллы за большие деньги. Я отсюда вижу, что там пустырь внизу, вдалеке город. Но тем не менее, да, и там, по-моему, не один лифт, а два, вон еще один есть. Вот, так что вот так вот, да, красиво жить не запретишь, видите, такая вот есть вилла. Я, кстати, здесь гулял, но что-то раньше я не видел, не заснял. Сейчас заснял для вас. О, посмотрите, видите, какие склоны здесь. Вполне себе сочинские наклоны, да? И вот так вот. Но если не сказать, что это Испания, то можно подумать, что это... Нет, не можно. Нет. Ну, что это Средиземное море, это, в общем, сразу определяется. В Сочи такого нет. Но все равно, вот посмотрите. Тоже склон горы, по большому счету, у этих дом вон внизу. Вон какой кусок здоровой земли пустует. Эх, я вот смотрю по сторонам, думаю, что же это все вот так вот простаивает, а могло бы быть тут намного больше населения жить. И при том, что в Испании и это считается пиком заселения. То есть вот этот район Коста-Бланка, это густонаселенный район. Вон впереди вообще вон одни небоскребы этого Бенидорма. Вот участок кому-то продается. Но он не один, там еще до этого на входе был. Тот вообще это самое, с подпорной стеной больше ничего нет. И здесь, наверное, тоже можно что-то построить, если была бы подпорная стена какая-то. Не, ну что, смотрите, какие вещи тут есть, а. Прям вся местная флора. Опунция растет, вот это какая-то агава или что-то такое. Вот эти деревья. Смотрите, вот это вы вообще не поверите, что это такое. Это часть кактуса. Вы можете себе такое представить? Я себя чувствую вот здесь внизу стоя, как будто я в каком-нибудь этим самом, не знаю, юрском периоде или когда-то, в мезозое каком-то. Вот это просто куски кактуса. В жизни такого не видел. В жизни такого не видел. И тут весь склон покрыт такими вот... Вот эта молодая пара проходила, англоговорящая. Они только приехали в Алтей, поэтому мне отказались давать интервью. Сказали, что вот это алоэ вера. Ну, похоже действительно, что это алоэ. И вот это куски алоэ. Охренеть. Я бы в жизни не поверил, что алоэ вот такое вот это у них цветочки вырастают в дикой природе. Это дикая природа. Вот. И того, о чем я говорил. Посмотрите. Вон опунция, весь склон зарос. И дальше кактусы, опунция. Красотища, да? Никто эту землю не использует. Елочки, все это вот просто вот природа. Не то, чтобы я говорил, что это должно быть все застроено, но к тому, что как слабо заселена Испания даже в тех территориях, которые считаются в Испании сильно заселенными. Вот я о чем хочу сказать. И как слабо она заселена в тех местах, где земля объективно стоит серьезных денег. Ну, то есть тут виллы стоят. Вот это, я думаю, где-то под 5 миллионов будет, которую вы видите. Причем тут домики обычные, вот я прохожу случайно,
хватаю взглядом, там 2 миллиона, 3 миллиона, то есть вам приличных денег. Вот. Так что и даже в таких местах есть пустые участки. Вопрос о том, что если вдруг еще не купили себе, посмотрите, как организовано. Я, кстати, вот с владельцем этого, наверное, этого дома я общался с владельцем. Ну вот, посмотрите. Ландшафтный дизайн, то есть никто здесь не сделал огромную опорную стену в 20 метров высотой, а сделали вот такими вот, как сказать, уступами, такими вот каскадами, как здесь вот, и разместили дорогой дом ниже по уровню. Это, кстати, очень традиционно для этого места подход к обустройству склонов, то есть делают террасы, да, вот уступы, террасы, правильное слово, и террасами выбирают вот эту вот крутизну склона. Вот, посмотрите, здесь есть бассейн, вот. Никто, опять же, видите, забора высотой в 3 метра никто не делает, чтобы в бассейн не подглядывали, никто не заглядывал. Вот идут мимо люди, и у вас забора как такового нет, хотя могли бы сделать живую изгородь сверху, но не делают. И домик разместили ниже, он, видите, как получается, ниже улицы находится дом. Ну, вот такова традиция местная, такова традиция делать здесь застройку. Могли бы, еще раз говорю, здесь сделать живую изгородь, но нет. Возможно, это даже было требование мэрии, чтобы не закрывали прохожим красивый вид. То есть ради того, чтобы был красивый вид, запретили делать высокий забор. И вот вы можете смотреть отсюда, наслаждаться всей красотой пейзажа. Гулять, смотреть. Там тупик. Я, кстати, туда не ходил. И вот эти вот терраски. Это очень местный способ организации склона, чтобы он не обсыпался. Хотя дожди здесь бывают не так уж часто, но тем не менее. Вот так вот организовали. И там тупик, и там тупик. Он что-то знает. Еще поехал туда. Тупиковая жизнь. Тут вон набережная. Кс-кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс-кс. Кс-кс.